Всех приветствую на канале Кат-Код. И сегодняшний урок у меня попросил подписчик с ником Аль Капоне, чтобы я записал о том, как делать e-mail подтверждение после регистрации. Ну, сами понимаете, человеку с ником Аль Капоне я никак в этом отказать не смог. Здорово, бандиты! Ну и помимо всего, конечно же, спасибо за совет по теме. Тема интересная, я думаю, многим она будет интересна. И поэтому сегодня я снимаю о ней урок. А мы немножко пойдем не стандартным путем, не будем отправлять реальные уведомления, сделаем через лог-файлы, заодно поиграемся с этим. Многие не знают, как это работает, поэтому для многих это будет интересно. А как отправлять реальные e-mail уведомления мы уже проходили в 6-м уроке по Laravel с нуля, ссылку я добавлю в описании. Там мы подставляли SMTP драйвер для отправки email уведомлений и уже отправляли реальные сообщения. То есть сегодня ничего не изменится, просто сами e-mail сообщения мы будем смотреть в лог-файле. Давайте быстро пробежимся по документации Laravel, подтверждение email. Об этом есть отдельный раздел. Быстро пройдемся по всем пунктам, с которыми нам предстоит работать. И далее уже отправимся к практике. И сделаем все то же самое, но уже на живом примере. Итак, с чего стоит начать? Во-первых, к Eloquent модели user нам нужно добавить интерфейс must verify email. По умолчанию его нет, но он есть в юзах. Его нужно добавить к Eloquent модели, после чего у нас уже будет дергаться Event Registered, который также есть в Laravel по умолчанию. Он также добавлен в Event Service Provider. Нам надо будет только его добавить в то место, где мы будем регистрировать пользователя, после чего уже начнется вся магия. Далее нужно убедиться, что у нас есть таблица Users, и она имеет поле Email Verified Add. Но это у нас по умолчанию при установке Laravel есть и таблица Users, и в ней есть это поле. Поэтому, если вы работаете со свежей Laravel, при выполнении миграции, с этим у вас проблем не будет. Далее, что касается роутов, самой важной частью, отвечающей за функционал, нам необходимо иметь 3 роута. Первый из них route Verification Notice, который у нас просто показывает вьюху, на которой будет текст о том, что вам необходимо подтвердить email, ну и, скажем, возможно, кнопка «Отправить email повторно», если вдруг что-то пошло не так и письмо не пришло. Далее, route, который уже выполняет логику верификации, то есть Laravel отправит email пользователю, как обычно, с кнопкой, которая при переходе будет подтверждать email. И как раз обработчик по этому URL, который будет в кнопке, вот он этот route, он будет выглядеть следующим образом. Есть у нас form request, email verification request, который, если его валидация пройдет, то мы выполним метод fulfill, который внутри просто поменяет, что текущий email у пользователя подтвержден, поставит ему email verification add, вот это поле, в текущую дату. По умолчанию оно null, то есть у кого null, те не подтверждены. Мы, когда будем работать здесь практически, я вам покажу, что внутри этого метода. Также на что стоит обратить внимание, это на middleware, например, signed здесь. То есть о чем говорит этот middleware, что в текущем реквесте должен быть присутствовать хэш. Если его нет, сюда мы не попадем. Также по middleware, к еще одному middleware чуть позже вернемся и поговорим сейчас еще о третьем роуте, с которым мы будем работать. Он у нас отвечает просто за повторную отправку, как раз ту кнопку, которую мы добавим на первый роут с нотисом. Там будет кнопка «Отправить повторно», и его логическая составляющая будет в этом роуте. Здесь мы просто текущего юзера вызовем метод, который будет отправлять URL с верификацией повторно. Далее, то, что я говорил про второй middleware, это verified. Он нам о чем говорит? То есть мы можем закрыть какие-либо роуты этим middleware, и если у текущего юзера e-mail будет не подтвержден, то он будет автоматически редиректиться на первый роут, где мы будем отображать с name verification notice, что нужно e-mail подтвердить, ну и, соответственно, ту кнопку, которая отправляет в случае чего повторно. Так, что еще? И последнее, хотя нет, еще не последнее, еще один пункт, это то, что мы можем также кастомизировать e-mail сообщение, которое отправляет Laravel, с ссылкой на подтверждение e-mail, можем поменять тему, ну, соответственно, здесь вернуть класс
мейла со своей вьюхой, либо от mail message настроить текстовая составляющая этого сообщения. Также в документации говорится о том, что по умолчанию в ивентах есть только ивент регистрированного пользователя, но также есть ивент verified, то есть он вызывается как раз в методе fulfill, когда мы ставим метку, что e-mail верифицирован. Вызывается также ивент verified. Здесь мы можем его добавить в event service provider и вызвать какие-то свои листенеры, скажем, отправить еще одно уведомление текущему пользователю о том, что спасибо, что вы подтвердили e-mail, там какое-то welcome сообщение и так далее. Тут уже на ваше усмотрение. На этом все по документации. Давайте уже переходить к практике. Друзья, практиковаться мы в очередной раз будем с проектом из курса Laravel с нуля. Здесь у нас уже есть регистрация, и мы ее расширим как раз с подтверждением e-mail ящика. Давайте откроем код. С чего стоит начать? Во-первых, настроим env config, и здесь в mail-мейлере, в драйвере укажем log. О чем это будет говорить? Все остальное можно смело очистить. Это будет говорить о том, что у нас не будут отправляться реальные e-mail уведомления, а они будут у нас уходить в лог-файл, который располагается в директории storage, logs, Laravel log. И здесь мы будем видеть HTML тех e-mailов, которые мы отправляем. Далее идем по Laravel документации и начнем с того, что мы добавим Eloquent модели user интерфейс, который, видите, у нас здесь есть по умолчанию сверху must verify email. Мы имплементируем текущую модель этим интерфейсом, после чего у нас уже будет дергаться событие registered. Оно у нас располагается в провайдерах, Event Service Provider. О том, как работают события, у меня есть урок на канале, ссылку я добавлю в описании. Также рекомендую посмотреть перед этим уроком, я думаю, будет более полезно. Так, оно у нас здесь было уже по умолчанию при установке Laravel, и в нем есть listener, который как раз таки у нас отправляет e-mail уведомления с подтверждением текущего e-mail. И посмотрите, что здесь у нас в коде. То есть у нас event registered у себя принимает текущего юзера в констракте. И далее здесь в самом событии у нас уже есть user. Мы проверяем, есть ли у него интерфейс must verify email, который мы только что добавили. И далее уже, если до этого он не подтвержден, мы ему отправляем уведомление о подтверждении. Это что касается событий. Так, мы добавили здесь наш интерфейс. Далее идем в контроллер, где у нас происходит логика регистрации. Также мы все эти вещи делали в курсе по Laravel с нуля, в уроке по авторизации. Метод регистрация. Здесь, если у нас есть текущий пользователь, то мы должны вызвать как раз это событие, что он у нас зарегистрирован. Пользуемся helper'ом event и далее передаем класс с событием registered, который, как я вам показывал, принимает по умолчанию текущего пользователя. Здесь у нас будет вызван и это событие, у нас отправится email уведомление, и далее после того, как мы авторизуемся, мы сделаем редирект на route, в котором мы укажем сообщение о том, что вам e-mail выслан, и если что-то не так, если он еще не пришел, то давайте отправим еще раз. Вернемся к документации. Прокрутим страницу назад. Опять-таки, этот шаг мы прошли, мы добавили интерфейс. Далее мы в саму регистрацию, после успешной регистрации, вызвали событие регистрации. И теперь нам нужно настроить роуты. Основной роут, который показывает у нас уведомления, мы скопировали. Открываем файл с роутами и добавляем его. Важно, чтобы его name оставался прежним, verification notice. И здесь у нас отображается вьюха. Ну, давайте ее создадим. Сделаем все по уму. У нас уже есть директория AUF. И здесь добавим такую же вьюху с названием, как у нас в примере в документации по Laravel.
Так, и здесь внутри давайте возьмем из welcome. Заголовок поставим «Подтвердите email». И здесь давайте также напишем «Необходимо подтверждение email». И не будем заморачиваться, также добавим ту кнопку, о которой я вам говорил, которая будет отправлять повторно в случае, если сообщение не дошло, то пользователь сможет отправить повторно. Но мы не добавили route, который это делает. Это у нас третий route, который у нас просто генерирует новую ссылку и отправляет ее на email. Добавляем ее также в route, скопировав. Так, и здесь у нас name verification send. Все хорошо. Возвращаемся и проставляем этой ссылке name этого роута. Так, отлично. Вьюху подтверждение email мы сделали, повторную отправку мы сделали, и нам также необходимо добавить второй роут, который у нас будет, собственно, подтверждать email. Еще раз давайте по всем этим роутам пройдемся быстро. Так, у нас главная страница имеет name home. Так, смотрите, то, что я как раз говорил. У нас при верификации есть form request, email verification request, у которого есть метод по авторизации, то есть должен быть присутствовать там ID, хэш, и идет проверка всего этого дела. И далее в методе fulfill мы просто вызываем метод mark email is verified. То есть здесь как раз у нас будет просто, мы проставим текущую дату у поля email verified at. До этого был null, и как раз таки последний пункт документации, то, что я вам говорил, также вызывается event verified и передается текущий юзер, с которым мы тоже в конце поработаем. То есть у нас был по умолчанию registered, по регистрации этого не было, этот мы добавим с вами вручную. Возвращаемся к роутам, вот как раз fulfill, с этим все понятно. И что касается повторной отправки, здесь просто отправляется email, далее мы редиректимся с каким-то месседжем, у нас он не будет отправляться, так как мы здесь в нашей админке не выводим никакие уведомления. И далее также можно обратить внимание, что здесь middleware throttle используется, а это у нас rate limit. Мы допускаем повторные отправки всего 6 раз, и при этом промежуток между этими отправками в 1 минуту минимум. Иначе чаще мы это делать не сможем. Так, по роутам у нас все. Роуты мы настроили. Что касается кастомизации, можно будет сразу ею воспользоваться. Возьмем код из примера. Зайдем в Service Provider. И в boot метод скопируем из документации. Также возьмем namespace. Так как они у меня автоматически не перенеслись. И здесь можем немножко изменить. Давайте напишем все дело по-русски. Подтверждение email. Нажмите для подтверждения. И тут кнопка, это сама кнопка, то есть мы работаем с mail message классом. Также мы здесь могли бы и работать с mail классом, создав его под это дело и уже работать с вьюха, либо можем также, как здесь, простым способом через класс mail message менять тему, добавлять в письмо текст через line. То есть у нас будет как бы добавляться абзац, мы таких абзаций можем добавить несколько. И action у нас выведется кнопка, у которой будет URL с текущим роутом на подтверждение, с хэшем и так далее, который я вам показывал в хэше. Так, и здесь мы пишем подтвердить будет кнопка у нас.
Так, и получается на этом у нас по коду все. Давайте посмотрим уже, как это работает и работает ли. Возможно, где-то мы что-то упустили. Сейчас будем к этому возвращаться. Заходим, делаем регистрацию. Давайте пропишем данные. Данил. Пусть будет мой email. И неважно какой пароль, давайте попробуем зарегистрироваться. И видим ошибку. Что-то у нас пошло не так. Давайте зайдем в AUF контроллер. Ну, само собой, здесь не ошибка, а я сделал пустой return, не добавил ни редиректа, ничего прочего, так как еще не был создан route с нотисом, с уведомлением, с вьюхой, который мы в первую очередь добавили. Давайте возьмем его name. И здесь добавим редирект к этому роуту. Так, повторно давайте пройдемся по этим шагам. Выйдем. Юзера удалим. А то получится не очень правдоподобно. Белый экран. Подумайте, что я вас обманул. И давайте заново зарегистрируемся. Также сейчас я посмотрю на лог. Здесь у нас уже будет e-mail уведомление. Но сейчас еще раз пройдемся и уже я покажу вам, что там по e-mail. Так, регистрируемся и уходим как раз уже в этот раз. У нас не пустой return, а мы его вернули route, где у нас вьюха, необходимо подтверждение email, то что мы как раз сделали, и кнопка отправить повторно. Так, и давайте посмотрим теперь уже Laravel log. И здесь мы как раз видим, что HTML нашего сообщения, которое мы отправляли. То, что я вам говорил, вместо того, что они реально приходят, они у нас отображаются в логе. И здесь мы видим эту HTML-ку и видим то, что мы как раз с вами кастомизировали через сервис-провайдер, app-сервис-провайдер, изменив текст по умолчанию на наш. И мы его видим здесь. Нажмите для подтверждения, подтвердить. И, соответственно, ссылка подтверждения, которая у нас генерируется с помощью Laravel. Давайте ее возьмем. Добавим сюда. Перейдем. А что у нас после этого произошло? Опять-таки, ничего не произошло, так как я не выводил этот месседж, который у нас был в роуте. Здесь мы воспользовались методом fulfill. Давайте посмотрим на базу. Обновим. И увидим, что мой юзер, которого я только что создал, он уже имеет дату в email verified at на текущую. То есть пользователь у нас подтвержденный. Давайте еще поиграемся с middleware, чтобы посмотреть, точно ли наш пользователь верифицирован. И давайте добавим route middleware verified, который у нас говорит о том, что текущий пользователь должен иметь подтвержденный email. Добавим все это дело в группу и раздел со статьями добавим в этот middleware и посмотрим, как у нас это работает. У нас текущий пользователь подтвержден, мы переходим в статьи и у нас все хорошо, статьи у нас работают. Но если мы выйдем, зарегистрируем нового пользователя, и не станем подтверждать его e-mail ящик. Кстати, давайте посмотрим еще раз на базу. Видим нового пользователя, видим, что по умолчанию пока что мы не перешли, у нас стоит null, он у нас не подтвержден. И давайте попробуем перейти в статьи. Как видите, в статьи мы не попадаем, мы возвращаемся на вьюху о том, что e-mail необходимо подтвердить. То есть с этим вы можете играться, с этим middleware, и закрывать ваш проект для тех, кто не подтвердил e-mail. Так, что еще, о чем еще хотелось бы поговорить по этой теме подтверждения. Как видите, базовый функционал мы прошли, который указан в документации. Также еще интересный момент хочу вам сказать, что раньше можно было от фасада AUF перейти к
к методу routes. И если до этого у нас Laravel UI был по умолчанию библиотека, если бы она у нас была, то здесь бы мы взяли от нее все эти рауты, и они у нас подключились по умолчанию. То есть как раз вот эти три раута были бы в пакете Laravel UI, и нам бы не пришлось их здесь самостоятельно добавлять, мы просто бы вызвали этот метод. Но мне кажется, что хорошо, что по умолчанию Laravel от этого избавились, и то, что мы не пошли таким путем, а посмотрели с вами, как это все работает под капотом. То есть не просто там вызвали какой-то метод, какую-то кнопочку, а посмотрели, как все это происходит на каждом этапе. Плюс, что также интересно, поигрались с отправкой имейла, сделали это нестандартным способом, а сделали через лог. Думаю, в тестировании ваших проектов вам это потребуется и будет очень полезно. Так, давайте еще раз вернемся к нашим ивентам в Event Service Provider. И здесь как раз таки добавим ивент, которого нет в Laravel по умолчанию, который у нас... Где он у нас здесь? Который у нас, да, есть в документации, и мы его также добавим сюда. Давайте сделаем только таким же способом. И здесь мы уже создадим свой listener. И как раз как бонусом, мне кажется, как раз Аль Капоне этого и хотел в своем сообщении, поиграемся с уведомлениями от текущего Eloquent объекта с юзера. Давайте создадим также listener. И что мы будем делать? Давайте, да, не важно, что мы здесь отправим, давайте мы отправим, что спасибо, что вы подтвердили ваш e-mail ящик. Назовем его так. Да, принимаем мы событие verified с ивентом. В ивенте у нас, давайте откроем, чтобы наглядно смотреть. Сразу добавим сюда созданный listener. Таким же способом, не строкой. Если мы перейдем сюда, то мы увидим, что параметр user принимает. Ну и то, что мы видели также и в методе fulfill. Мы вызываем event verified и передаем текущего пользователя. Значит, здесь у нас в ивенте также будет текущий пользователь, и мы ему сможем отправить еще какое-то уведомление. Давайте создадим уведомление, которое мы будем отправлять с помощью команды php-artisan make notification. Назовем его, пускай будет там: спасибо за то, что вы подтвердили. Сойдет. У нас он так создается по умолчанию. Видим, что драйвер по умолчанию будет у нас mail, а mail у нас как раз будет отправляться в логи. И здесь точно таким же способом можно создать mail класс и сделать красиво с отдельной вьюхой e-mail уведомления, а можно и поработать с mail месседжем, и как бы просто в нашем случае мы отправим без кнопок один абзац с текстом «Спасибо за подтверждение». Не сильно заморачиваемся с текстом, а это все для примера. В вашем случае, конечно же, все будет иначе, будет более красиво и правильно. Главное, чтобы вы понимали, как это все работает. Возвращаемся к нашему listener, который вызывается у нас verified событий. И здесь event, текущий user. И далее мы пользуемся методом notify. Смотрите, как это работает. У нас в Eloquent модели user есть trait notifiable, или как-то так. И у него как раз есть метод notify, который у нас будет отправлять нотификацию, которую вот мы, к примеру, сделали за спасибо. Мы передадим сейчас ее здесь notify
параметрам создадим экземпляр этой нотификации, которую мы создали. Да, у нас параметры она никакие не принимает, просто отправляет текст. И уже здесь будет работать. Давайте проверим, точно ли это так. Откроем лог, нам потребуется лог-файл, чтобы все эти моменты отслеживать. Давайте очистим его. И удалим этих тестовых пользователей, чтобы создать их заново. Вернемся к проекту. Регистрация. Заполняем данные. Так, смотрим e-mail. Видим, что у нас пришло то, что мы уже с вами видели. Представим, что мы нажимаем на кнопку «Подтвердить» с этой ссылкой. Лог сразу удалим, чтобы посмотреть следующее уведомление. Добавляем сюда. E-mail у нас подтвержден. И видим, что в логе появилось следующее сообщение. Давайте его посмотрим. И оно у нас «Спасибо за подтверждение». То есть как раз у нас при подтверждении вызвался событие Verified. И мы уже через наш listener отправили через Notify, через уведомления, о которых также просил подписчик. И мы также бонусом в этом уроке показали, как работать с уведомлениями по Eloquent Object с пользователем. На этом этот ролик у нас окончен. Надеюсь, он вам понравился. Получился такой интересный, расширенный, много чего затронули. Поэтому обязательно поддержите канал, поставьте лайк, пишите комментарий. Всем спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующих роликах.